Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рада с вами встретиться на своем канале «Красота и бисер». И сегодня я вам предлагаю выполнить прекрасный комплект, который состоит из трех украшений: браслета, сережек и колье. Очень красиво смотрится этот комплект в серебристом цвете. И универсально подходит этот цвет под любой другой. Так что можно его носить как к праздничному наряду, так и к повседневному. Красиво смотрится браслетик в этом цвете, хорошо подходит под комплект. И я хочу вам сказать, что я попробовала сделать, вот, например, в красном цвете, тоже великолепно смотрится, оригинально. И сделала в черном цвете. И в черном цвете я вместо кристаллических бисерин прикрепила сюда просто чешский обыкновенный бисер металлического цвета. Очень оригинально смотрится. Так что, если вы захотите, можно как и браслеты, так и комплект выполнять в любом цвете. И будет прекрасно. Если взять сережки, они выполнены такого же размера и формы, как кулончик. Но насчет сережек я вам хочу сказать, что если вот так взять, соединить начало и конец, тоже будет очень оригинальная сережка. Она будет двухсторонняя и смотреться будет тоже красиво. Это уже на ваше усмотрение. Колье состоит из трех частей: кулончик и две стороны цепочки, которая переходит из широкого состояния в узенькое. Также великолепно смотрятся чешуйки, маленькие переходят в широкие. Если вам понравилось это украшение, давайте приступим и выполним его. Я взяла бисер серый кристаллический номер 10, чешский. Вот его оттенок серый. Вот так вот попакованный я брала на развес по 10 грамм. Я прикладываю вам серый серебристый, чтобы вы поняли, что вот такой вот серенький оттенок. И бисер номер 8, просто серый. Здесь бисерина получается 3 миллиметра величиной. И бисер номер 6. У меня серого не было, но для отделки подойдет и серебристый. Эта бисерина получается 4 миллиметра. И плетение у нас плетется в 2 иглы. Я взяла номер 12 мононить. И также для сережек нам нужны будут 2 швензы. Для браслетика карабинчик. И для колье тоже карабинчик. И давайте приступим, начнем с сережек. Я одну сережечку сделала. Давайте сделаем ей пару. Я беру ниточку метр длиной, на каждый конец одеваю иглу и на одну иголочку одеваю 4 бисеринки. И провожу вторую иглу в последнюю бисеринку. Вот так. Замыкаю наш набор в колечко и провожу его на центр нити. И дальше плетем цепочку из 10 звеньев. То есть на одну иголочку набираем 2 бисеринки, на вторую одну. И перекрещиваем там, где 2 в последней. Вот так. После того, как проплели 10 звеньев, переходим на второй ряд, поворачиваем. Мы уже в некоторых плетениях делали такой поворот, но я повторюсь. Иголочкой с ниточкой, которая идет вправо, мы проходим в звено вниз. Вот так. И протягиваем. А иголочкой, которая идет влево, мы просто делаем круг. То есть в соседнюю бисерину, в нижнюю этого крестика и в боковую бисерину правого звена.
То есть у нас две ниточки, получается, выходят из бокового теперь звена. Мы их перевернули. И теперь на ниточку, которая идет вверх, мы надеваем 2 бисеринки. А на ниточку, которая снизу, мы одеваем 1. И в этой одной перекрещиваем. Вот я сейчас подтяну, и вы увидите, что рядом возле этого звена лягло еще одно звено, но уже второго ряда. И теперь ниточку, которая идет влево, мы ею проходим с иголочкой в бисеринку нового звена. Вот так я раздвину, чтобы вам было видно следующий крестик. Мы захватываем боковое звено основного плетения второго крестика. И на эту же иглу набираем 1 бисеринку. А на вторую иголочку также набираем 1 бисеринку. И перекрещиваем иглы в левой игле, которая идет от плетения. Вот так. И подтягиваем, и у нас образуется второй крестик. И дальше мы также левой иголочкой захватываем следующее боковое звено. И на каждую иглу набираем по 1 бисерине и перекрещиваем иглы. И так проходим второй ряд. Это основное плетение, которое мы будем применять и к браслету, и к колье. Дальше я поворачиваю вот так, и теперь иголочкой, которая идет влево, я беру 1 бисеринку серебристую, кристаллическую, и провожу во вторую вершину, то есть соединяю 2 ряда вместе. Вот так. И теперь на любую иглу я набираю 3 бисеринки серебристых, беру швензу и снова набираю 3 бисеринки. И провожу иголочку, видите, вот мы на эту набрали. Делаю круг. Бисерина 3 миллиметра, набранная нами серебристая, и 3 выхожу в ту же бисерину, из которой мы выходили. И второй ниточкой я сделаю такой же круг, закреплю эти бисерины и выйду снова в ту же бисерину, из которой у меня сейчас выходит нить. У нас получилась красивая серебряная петелька и прикреплена швенза. И 2 ниточки выходят из бисерин, каждая в свою сторону. Теперь на одну нить, на одну иглу мы одеваем 5 бисеринок, 5. На вторую одеваем 5 и 1 3 миллиметра. И перекрещиваем в бисерине 3 миллиметра, вот так. И подтягиваем к нашему плетению. У нас получилась чешуйка или петелька. Теперь, чтобы ее закрепить, вот ниточка, которая идет вправо, мы проходим в бисеринку, там, где у нас в ряду 2, в эту сторону, которую и смотрит эта нить. А ниточка, которая у нас идет из этой бусинки влево, мы проходим во вторую бисерину вот так. То есть закрепляем нашу петельку на наших рядах. Подтягиваем, и у нас получилась петелька. И снова у нас ниточки выходят из 2 бисерин. Видите, вот 2 бисерины, каждая в свою сторону.
И как вы видите, у нас в ряду один ряд получается 3 бисерины, второй ряд 2. И мы каждый раз, каждую петельку будем закреплять в том ряду, где 2 бисерины. Вот снова я набираю 5 бисерин на одну иглу, 5, и на вторую иглу набираю 5 бисерин и одну бисерину 3 миллиметра. И в бисерине 3 миллиметра перекрещиваю иглы. Вот так. Снова подтягиваю нашу петельку к плетению. И смотрим следующий у нас ряд, где 2 бисерины. И проходим от центра к краю этой иглой, которая справа выходит от центра вправо, а иглой, которая выходит влево, от центра влево. И подтягиваем, и у нас еще одна петелька. Итак, мы делаем петельки весь наш проплетенный элемент сережки. Вот я проплела 9 чешуек, осталось 10, и у нас остался один последний ряд с 2 бисеринами. И как обычно мы набираем на каждую иголочку по 5 бисеринок, на одну 5 и на вторую. И проводим обе иглы одновременно в бисерину, в серебристую, 4 миллиметра. Проводим и перекрещиваем в маленькой бисеринке серенькой кристаллической эти иголочки. Подтянули и возвращаемся назад в бисерину 4 миллиметра и в 5 серебристых бисерин, которые мы набирали. Вот 3 я прошла и еще 2 бисеринки. Подтянула и прохожу назад. Смотрите, я вот так вот поверну. Там, где ряд у нас 2 бисерины, мы из нее выходили, 5 бисерин набирали для отделки, и в нее и возвращаемся в центр. И второй иголочкой также возвращаемся в бисерину 4 миллиметра, 5 бисерин серебристых, 4, вот 5-я, и бисерину, где в ряду 2, из которой мы начинали набирать наши 5 бисерин последней отделки. Подтягиваем это все ровненько, чтобы у нас одинаково было. И можно теперь ниточки провести по бисеринкам. Одну я обычно завязываю по 2 узелка. Пару бисерин прошла, узелок завязала. Еще раз пару бисерин прошла и обрезала. Одну так ниточку и вторую. И сережки у нас готовы. Очень красиво, оригинально получается. И теперь переходим к браслетику. Браслетик плетем так же, как и сережки. 2 ряда крестиков у нас идет и чешуйки, которые оформляют эти наши 2 ряда. Я проплела, наверное, 35-36 звеньев у меня. Я набирала сразу
и 2 иголочки и нить брала 2 метра. Вот у меня ниточка закончилась, и я покажу, как ее удлинить. Я беру метра полтора ниточку, одеваю иголочки на каждый конец и провожу нить в среднюю бисерину последней чешуйки. Видите, да? Пополам провожу эти иглы, ниточки. И теперь, как обычно, каждую иголочку провожу в свою сторону. То есть правую от центра вправо, а левую от центра влево. И также набираем по 5 бисерин на каждую иглу и перекрещиваем в бисерине 3 миллиметра. Там, где я в сережках делала, прикрепляла швензу, здесь я также набрала по 3 бисерины, и вместо швензы я брала карабинчик. У меня в виде сердечка. Закончу я чешуйки до конца, и здесь также по 3 сделаю серебряных бисеринки и прикреплю колечко, и браслетик будет готов. И теперь давайте сделаем наше прекрасное колье. Вот кулончик я сделала так же, как и сережку, на 10 крестиков, на 10 звеньев в 2 ряда. И смотрите, закончила также серебряной бисериной 4 миллиметра. И в начале, там, где мы прикрепляли в сережке ушко, здесь я также сделала серебряную бисерину, как и в конце. Хотелось, чтобы оно в комплекте смотрелось красиво с серьгами. И я сплела еще одну сторону колье, а вторую покажу, как я делала. Смотрите, я, как и в браслете, набрала тоже, наверное, такое же количество, 36-38 крестиков, проплела второй ряд, и теперь остаток колье, который идет уже на окружность самой шейки, я сделала потоньше, в один ряд крестиков. Конец колье я сделала серебряной бисеринкой, которой я буду соединять потом с другой стороной и с кулоном. Вот я проплела вторую часть колье. Видите, нужное мне количество крестиков, вот видите, одинаково. И теперь нужно сделать в один ряд. Вот у меня ниточки выходят из последней бисерины крестика второго ряда. Я также, как и мы делали отделку, каждую беру серебряную одну бисеринку и прохожу левой иголочкой во вторую вершину свободную первого ряда крестиков. И то есть мы соединили их вместе. И у нас теперь ниточки выходят из каждой бисерины этого ряда. Образовывается крестик. Смотрите, нижняя вершинка нового крестика и 2 боковые. И нам нужна еще верхняя вершинка. Вот одну бисеринку я набираю и в ней перекрещиваю иголочки. И у нас завершается первый крестик цепочки в один ряд. На одну иглу набираем 2 бисеринки, на вторую одну и перекрещиваем в последний. Подтягиваем, и у нас идет ряд крестиков. Видите, продолжаем плести до такой же длины, как и в первой стороне. И теперь на одну любую ниточку я набираю 4 серебряных бисеринки и
колечко с карабином и прохожу в эту же бисерину, только с другой стороны. То есть закрепляем кольцо с карабином. Получается красивая петелька. Второй иголочкой пройдем по этой же петельке, закрепили петельку, и теперь будем делать маленькие чешуйки. На одну ниточку с иголочкой набираем 4 серебряных бисеринки, на вторую 3. И делаем перекресток в последней, в четвертой. Вот так. Подтянули. И теперь на каждую ниточку берем по одной серебряной бисеринке на одну иглу и на вторую. И теперь вот делаем перекресток в серой бисеринке 3 миллиметра цепочки. И вот у нас первая чешуйка закреплена. Снова набираем на одну иглу 4 бисеринки, на вторую 3. И делаем перекресток в четвертой. На каждую иголочку набираем по одной серебряной бисеринке и перекрещиваем эти иглы в серой бисеринке основной цепочки. Подтягиваем, и вторая чешуйка у нас прикреплена. Сделали маленькие чешуйки на всем протяжении цепочки узенькой и подошли к широкой цепочке двухрядной. Вот смотрите, последний у нас набор серебристых бисерин. Мы взяли, как обычно, 3 на одну, 4 на другую и в четвертой перекрестили. И теперь, по идее, нужно сделать по одной бисерине, но мы не набираем по одной, а сразу иголочкой проходим, как мы делали в сережке. 2 бисерины в ряду, в одну от центра вправо и вторую от центра влево. Иголочку проводим и переходим на широкую полосу и будем делать чешуйки побольше. Как обычно, перед этим мы набирали на одну иголочку 5 бисерин серебристых маленьких и 1 3 миллиметра, и на вторую иголочку 5 бисерин, и в бисерине 3 миллиметра перекрещиваем и продолжаем дальше оформлять двухрядную цепочку большими чешуйками до конца. И в конце закончим, как и в кулончике, и в сережках, серебряной бисеринкой 4 миллиметра. Все составляющие элементы нашего колье готовы, и теперь соединим их вместе. Я ниточку вернулась, после того как закончила колье, вернулась назад по сереньким бисеринкам в бисерину 4 миллиметра и вышла в вершинку. И теперь буду добавлять по одной маленькой серенькой бисеринке между этими вершинками и соединять их вместе. Вот одна бисеринка и вторая сторона колье. И теперь снова одна бисеринка и вершинка кулончика. И снова одна бисеринка. И возвращаемся в вершинку стороны, из которой мы вышли. Вот мы все это подтянем, и у нас получается
красиво соединены все элементы нашего колье. Я пройду по этому кругу еще один раз, закреплю, обрежу ниточку, и колье у нас будет готово. Если вам понравилось это украшение, подписывайтесь, кто не подписался на канал. Я вам очень рада. Благодарю моих подписчиков за комментарии, за обратную связь. И до встречи в новом видео.